Посмотрите, какие румяные, красивые хачапури мы сегодня приготовили. Без дрожжей и без духовки. Очень вкусно и очень быстро. Добрый день, друзья! Сегодня на нашем канале Вартрос мы приготовим очень вкусный, быстрый вариант хачапури без дрожжей и без духовки. Для нашего рецепта необходимы такие ингредиенты. Кефир или моцон, или йогурт несладкий, соль, сода, подсолнечное масло, одно яйцо для теста, а второе яйцо для начинки и мука. А для начинки мы взяли сыр сулугуни, творог и соль. И, конечно, все ингредиенты и пропорции я напишу в описании под видео, чтобы вам было удобно сохранить и готовить по такому рецепту. Наш рецепт мы начнем с приготовления теста. Для теста очень важно, чтобы все ингредиенты были комнатной температуры. Мы сегодня взяли 3% кефир. Отправляем в чашу для замешивания. С нами сегодня наша Ани. Она будет помогать нам. К кефиру добавим одно яйцо. Разбиваем в отдельную пиалочку. Это обязательно, так как может попасть или скорлупа от яйца, или яйцо может быть испорченное. Добавляем к кефиру. Сюда добавим пол чайной ложки соли. Одну чайную ложку соды. Заместо ты хочешь насыпать? Насыпай. Пресс. Молодец. Мерси. Перемешиваем. И сейчас будет реакция соды. Кефир будет пениться. И это правильно, так и должно быть. Мы, получается, соду гасим кефиром. Видите, какие у нас появляются пупырышки такие. Добавляем подсолнечное масло. И добавим муку. Муку мы все сразу не добавим, а половину добавим, перемешаем тесто, а остальную, вторую половину, уже по мере надобности. Будем смотреть по консистенции теста. Так как у всех мука разная, поэтому лучше по чуть-чуть добавлять. Сначала перемешаем ложкой, а потом уже будем месить тесто руками. Вымесили эту часть муки, сейчас добавим еще немного. Уже ложкой замешивать тесто неудобно. Перейдем к замесу теста руками. Вычищаем ложку и начинаем замешивать. Тесто у нас должно быть одновременно мягкое, но при этом держать форму. Знаете, такое не липнущее к рукам тесто. По чуть-чуть можно подсыпать муку. Долго не замешиваем, так вот собираем в один колобок
Я в дальнейшем покажу, какой консистенции должно быть наше тесто. Тесто у нас уже готово. Вот такая консистенция, смотрите. Она и мягкая, и нежная. Тесто готово. Мы накрываем полотенцем и ставим просто при комнатной температуре. А за это время займемся начинкой. Натираем на крупной терке сыр сулугуни. В этом рецепте сулугуни идеальное сочетание, но также можно брать еще и сыр моцарелла тоже. С моцареллой получится хачапури более нежное, а сулугуни более классический вариант. Добавляем творог. У нас тут творог 5%. Соль. И разбиваем одно яйцо. Добавляем к нашей сырной массе яйцо и перемешиваем до однородного состояния, чтобы и сыр, сулугуни, и творог все перемешать. Вот в такой колобочек. Начинка у нас готова. Вот так у нас получилось, посмотрите. Соединили все ингредиенты вместе. Теперь займемся тестом. Немножко припыляем доску мукой. Отправляем тесто на доску и будем делить на 4 части. Тесто делим на 4 части и точно так же и начинку делим на 4 части. И с помощью муки формируем колобочки. Припыляем доску мукой и кладем колобок. Обязательно сейчас я сформирую все колобочки, а потом накроем полотенцем, чтобы тесто не заветривалось. Накрываем полотенцем, чтобы чуть-чуть колобочки отдохнули, чтобы удобно было их формировать и раскатывать. Тем временем поделим начинку тоже на 4 части. Прямо в миске. Вот так. Делим и оставляем. И формируем вот такие колобочки. Тесто уже хорошо отдохнуло. Начинаем формировать хачапури. Раскатываем скалкой. Не сильно тонко раскатываем. Вот до такого состояния, смотрите, вот так. Кладем начинку и начинаем собирать. Немного растягиваем и собираем как хинкали, знаете? Чуть-чуть мукой помогаем себе.
Переворачиваем на другую сторону. И немножко пройдемся скалкой. За это время мы поставили сковородку, чтобы она уже хорошо нагрелась. Пока мы будем формировать остальные наши колобки, этот хачапури можно уже ставить жариться. Прижимаем немного края, чтобы начинка распределилась равномерно. Вот такой толщины должно быть наше тесто. Сковородка уже хорошо нагрета. Мы ничем не смазываем, просто на сухой сковородке кладем и обжариваем с двух сторон до румяной корочки. Пока на сковородке обжаривается хачапури, мы займемся остальным тестом. Так же само раскатываем тесто, кладем начинку и формируем хачапури. Переворачиваем на другую сторону. Смотрите, какая румяная корочка. И точно так же обжариваем до румяной корочки со второй стороны. Я накрываю крышкой, чтобы внутри хорошо у нас пропеклось. Хачапури наши уже готовы. Посмотрите, со второй стороны тоже уже зарумянились. Перекладываем на доску. И я приготовила сливочное масло. Обильно смазываем, пока хачапури горячие, сливочным маслом. Обжариваем последний хачапури, четвертый. И вот смотрите, как у нас получилось. Такие румяные, красивые хачапури получаются. Вот такие хачапури у нас сегодня получились. Это идеальный вариант как для завтрака, так и для перекуса. Сейчас хочу порезать и дать Ануле и Ани, чтобы они попробовали, какие они у нас получились. Они еще тепленькие. Смотрите, много начинки. Сейчас еще порежу. Тоненькое тесто и много начинки. Анесикес, видите? Айси Ануликин. Приятного аппетита. Паряхожак. Хамован, Ануль? Это очень вкусно, очень быстро. Друзья, обязательно пробуйте по такому рецепту. Я думаю, вам понравится, и вы будете часто готовить. Спасибо, что были с нами. До новых незабываемых кулинарных встреч. Обязательно подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Впереди вас ждет много вкусных, проверенных и домашних рецептов. Я тоже хочу попробовать. Я люблю такие хачапури. И Арсенчику сейчас дам. Очень вкусно. И тесто пропеклось, и начинки много. Мне очень понравилось, очень вкусно. Да, Аня, тебе тоже? У Ани сыр плавится, тянется.